Это не кажется совпадением. Отец и сын, оба восходящие звезды, оба ушли из жизни раньше времени, и вокруг обоих множество вопросов, на которые никто не может полностью ответить. Брюс Ли, легенда боевых искусств, умер летом 1973 года. Его сын Брэндон умер весной 1993 года, почти ровно через 20 лет. Две трагедии, две пугающе похожие истории и одна фамилия, которая до сих пор эхом раздается в Голливуде, как призрак. Некоторые считают, что семья Ли была проклята, другие говорят, что правда гораздо более приземленная и гораздо более тревожная. Но одно можно сказать наверняка: смерть Брэндона Ли была не просто случайной трагедией. Это был тот момент, заставляет людей остановиться и сказать: «Постойте, это не может быть правдой». Но это было. Прежде чем мы начнем распутывать эту загадку, давайте посмотрим на момент, когда все развалилось, на сцену, которая изменила все, потому что то, что произошло дальше, не было трюком. Это не была ошибка, которую можно было бы просто забыть. Это было то, что никто на съемочной площадке никогда не смог бы забыть, и все началось с одного нажатия на спусковой крючок. Камеры работали, освещение было идеальным. Брэндон Ли, одетый в темный макияж и длинное черное пальто, вошел в сцену, как он делал это десятки раз до этого. Это был простой момент в фильме «Ворон», который должен был сделать его звездой. Его персонаж входит в комнату, бандит достает пистолет, пистолет стреляет. Стоп, сброс. Продолжаем. Но никто не сказал стоп, потому что в этот раз, когда пистолет выстрелил, Брэндон Ли упал и не встал. Несколько секунд никто не двигался. Съемочная группа думала, что он играет. Может быть, он импровизировал, но Брэндон не говорил, не моргал, и кровь, растекающаяся вокруг него, была настоящей. На съемочной площадке воцарилась тишина, которую никто не забудет, своего рода ошеломленное замешательство, когда все ждали, что кто-то вмешается, но никто этого не сделал. И к тому времени, как они поняли, что произошло, Брэндон уже умирал. Теперь вопрос был прост. Как сцена с фальшивой стрельбой закончилась настоящей смертью? Ответ кроется в хаосе, который развернулся сразу после того, как камеры остановились. Съемочная группа бросилась на помощь, наконец осознав, что это не часть шоу. Брэндон не играл. Он был без сознания, сильно истекая кровью из живота. Были вызваны экстренные службы, его быстро доставили в ближайшую больницу. Но никто не мог понять в тот момент, как это произошло. Как реквизитный пистолет с холостыми патронами вдруг стал смертельным. Оказалось, что оружие, использованное в сцене, было настоящим пистолетом. Оно должно было быть заряжено холостыми патронами, фальшивыми патронами, которые создают вспышку и звук без снаряда. Но что-то пошло. Ужасно не так. Где-то по ходу дела в патронник попал боевой патрон или что-то очень похожее на него. Следователи позже обнаружили, что пистолет был неправильно очищен после предыдущей сцены. Учебный патрон, который выглядел как настоящий, но не должен был стрелять, застрял в стволе. Когда был произведен выстрел холостым патроном, силы хватило, чтобы вытолкнуть застрявший элемент вперед, прямо в живот Брэндона. Это был несчастный случай, так они это назвали. Но когда вы смотрите на то, сколько должно пойти не так, чтобы это произошло, слово «несчастный случай» начинает казаться неправильным. И самое ужасное, это могло быть предотвращено, если бы кто-то понял, что на самом деле происходит, прежде чем стало слишком поздно. Вот пугающая правда. Когда Брэндона застрелили, камеры не остановились. Они продолжали снимать, запечатлевая каждую секунду того, что выглядело как мощная эмоциональная сцена. Потому что никто не понял, что это вовсе не сцена. Актеры оставались в образе. Съемочная группа следовала сценарию. Падение Брэндона выглядело настолько убедительно, что никто не усомнился в этом. Но за объективом реальность рушилась. К тому времени, как режиссер крикнул «Стоп!», Брэндон уже был без сознания. Прошли драгоценные минуты. Задержка в осознании опасности стоила ценного времени, которое могло бы стать решающим между жизнью и смертью. Позже некоторые из актеров и съемочной группы говорили, что их преследует этот момент. Съемка существует. Она никогда не была выпущена, но знание о том, что она существует, что где-то последние мгновения жизни Брэндона были запечатлены на пленке, это то, что многие в Голливуде не могут забыть. Он все еще дышал, когда его уносили со съемочной площадки, но едва. И к тому времени, как он прибыл в больницу, борьба за его спасение уже ускользала. Врачи работали над Брэндоном несколько часов. Он почти сразу же был отправлен на операцию. Пуля прошла через его живот, повредив несколько органов. Потеря крови была значительной. Несмотря на все усилия, Брэндон Ли был объявлен мертвым в 1:43 дня. Ему было 28 лет. Актеры и съемочная группа были опустошены. Производство было остановлено. Новость о смерти Брэндона попала в заголовки глобально за несколько часов. Но фанаты были не только шокированы, они были в замешательстве. Как такое могло произойти на профессиональной съемочной площадке в 1990-х годах? Как настоящая пуля могла оказаться в пистолете, который должен быть безопасным? И более того, как возможно, что сын Брюса Ли погиб во время съемок фильма, так же, как и Брюс?
Трагедия была реальной, но такими же были и вопросы. И когда следователи углубились в расследование, они обнаружили то, чего никто не ожидал – пулю в реквизитном пистолете. И объяснение сделало трагедию еще более трудной для восприятия. Официальный отчет указал на шокирующее сочетание халатности и недосмотра. Учебный патрон, использованный для съемок крупным планом, был неправильно изготовлен. Его гильза была удалена, но наконечник пули остался целым. Когда он был выстрелен ранее в другой сцене, он бесшумно застрял в стволе пистолета. Никто этого не заметил. Спустя несколько дней, когда для большой сцены с Брэндоном был заряжен холостой патрон, сила была достаточной, чтобы выбросить эту скрытую пулю, как настоящую, прямо в его тело. В мире кинопроизводства это называется слабым зарядом. Это редкость, крайне редкая, но не невозможная. Тем не менее, оставался более важный вопрос. Как крупная голливудская съемочная площадка могла допустить это? Эксперт по огнестрельному оружию уже ушел на день. Съемочная группа отставала от графика. Были сделаны сокращения, протоколы безопасности не соблюдались, и кто-то, возможно, несколько человек, подписали оружие, которое они не проверили. В суде это было признано несчастным случаем. Обвинения не предъявлены, но считают, что кто-то должен ответить, что произошло дальше. Усугубило ситуацию. 28 лет. Столько было лет Брэндону Ли, когда он умер. В том же возрасте был Брюс Ли, когда он снял свой прорывной фильм «Большой босс». В том же возрасте был Брюс, когда он начал навсегда менять кино. Брэндон не просто следовал по стопам своего отца, он шел точно по тому же пути. Боевые искусства, актерская игра, культовая фанатская база и фильм, который должен был сделать его легендой, но он так и не получил шанса насладиться этим. Как и Брюс, Брэндон умер до выхода своего фильма. Как и Брюс, его смерть была неожиданной. И как и Брюс, последнее выступление Брэндона стало зловещим символом того, что могло бы быть. Некоторые фанаты начали указывать на другие сходства. Сообщается, что оба Ли работали в условиях крайнего физического стресса. У обоих были тревожные сны незадолго до их смерти. Оба умерли при загадочных кинематографических условиях. И оба оставили после себя фильмы, которые определили их наследие. Чем глубже вы смотрите, тем труднее игнорировать. Это просто совпадение или нечто более зловещее. Когда Брэндон подписал контракт на участие в фильме «Ворон», он наконец-то выходил из тени своего отца. Много лет он боролся, чтобы доказать, что он больше, чем просто сын Брюса Ли. Он занимался боевыми искусствами с детства, но хотел, чтобы его воспринимали как серьезного актера, способного одновременно играть драму, эмоции и экшен. «Ворон» был идеальной ролью – мрачной, поэтичной, жестокой. Брэндон полностью погрузился в эту роль. Он выполнял многие трюки сам. Он жил на съемочной площадке. Он отдал все, и это было заметно. Ранние тестовые кадры поразили продюсеров. Руководители уже присматривались к нему для крупных ролей. Он был на пороге выхода в мейнстрим. Крупнобюджетные студии звонили. Поступали предложения. Это был его прорыв, но он так и не увидел, как это произошло. Брэндон умер за несколько дней до завершения съемок. Ему оставалось снять всего 3 сцены. Вместо этого роль, которая должна была стать началом его карьеры, стала его последним прощанием, а сам фильм с этого момента все мрачнее. Производство фильма «Ворон» с самого начала было омрачено несчастными случаями. Плотник получил серьезные ожоги. Грузовик съемочной группы загадочно загорелся. Каскадер сломал несколько ребер. Другого пронзило через руку. Однажды недовольный член съемочной группы проехал через съемочную площадку на своей машине, едва не сбив нескольких человек. А затем, конечно, был убит Брэндон. Создатели фильма пытались двигаться дальше. Они переписали концовку. Они использовали дублеров и раннюю CGI, чтобы завершить сцены с Брэндоном. Конечный продукт был завораживающим, стильным, мрачным и пропитанным болью, но слухи начали распространяться почти сразу. Некоторые шептались о проклятии. Другие говорили, что сама роль, Эрик Дрейвен, человек, который возвращается из мертвых, была слишком близка к краю, слишком мрачной, слишком реальной. Брэндон вложил свою душу в этого персонажа. И когда люди смотрели «Ворона», они не видели актера, играющего призрака. Они видели призрака, играющего самого себя. И этот призрак выглядел жутко знакомым. Брэндон никогда не пытался стать Брюсом Ли, но в конце концов параллелей избежать было невозможно. Брюс Ли умер во время съемок «Игры смерти», фильма, в котором его персонаж инсценирует свою смерть, чтобы стать целью для убийц.
В то время люди шутили о том, как близко фильм подошел к реальной жизни, но теперь никто не смеется. Брэндон Ли погиб во время съемок «Ворона», фильма, в котором он играет человека, убитого в день своей свадьбы, чтобы затем вернуться из могилы. 2 вымышленные смерти, 2 реальные запечатлены на пленке, окружены хаосом, тайной и трагедией, оставляют одну пугающую мысль. Что если это не было несчастным случаем? Потому что, когда молния ударяет в одну и ту же семью дважды, это перестает казаться случайностью и начинает восприниматься как нечто личное. Когда люди впервые начали сравнивать смерти Брюса и Брэндона Ли, это казалось натянутым. 2 трагических события, разделенных десятилетиями, связанных только горем и наследием. Но чем больше появлялось деталей, тем труднее было это игнорировать. Брюс внезапно упал в обморок во время озвучивания реплик для фильма «Выход дракона», жалуясь на головные боли и судороги, и умер через несколько часов без определенной причины. Брэндон умер от огнестрельного ранения, которое не должно было быть возможным. Оба были в отличной физической форме, оба находились на пороге успеха, определяющего их карьеру, и оба работали над фильмами, где смерть играла странную центральную роль. Даже время было поразительным. Брюс умер летом 1973 года, а Брэндон весной 1993 года, ровно через 20 лет. Некоторые заметили, что в фильме Брюса «Игра смерти» были сцены, жутко похожие на то, как на самом деле умер Брэндон. Реквизитный пистолет, использованный в сцене фальшивой смерти, становится частью смертельной постановки. Все это начало казаться сценарным, как будто невидимая рука уже написала финальный акт. Это были не просто жуткие совпадения, это были кусочки пазла, разбросанные по времени, создающие картину, которую никто не мог объяснить. И по мере того, как эти кусочки складывались, шепот о сокрытии начал становиться громче. В неделе после смерти Брэндона продюсерская компания, стоящая за фильмом «Ворон», столкнулась с жестоким решением. Закрыть все из уважения к Брэндону или закончить фильм, используя дублеров и цифровые эффекты. Они выбрали последнее. На кону были деньги. Даты выпуска были зафиксированы. Маркетинг уже начался, но за кулисами накапливались вопросы, на которые никто не спешил отвечать. Почему вообще использовался настоящий пистолет? Почему на съемке не было эксперта? Кто дал разрешение на оружие? И почему прошло целых 30 минут, прежде чем Брэндон прибыл в травматологический центр? Представители студии выразили соболезнования, но избегали конкретики. Были начаты расследования, но они тихо закрылись. Никто не был обвинен, никто не был уволен. В конце концов, съемки возобновились, и история исчезла из заголовков. Но для тех, кто знал Брэндона, казалось, что Голливуд что-то замел под ковер. Это была ошибка, которая не должна была случиться. Халатность была преступлением. Другие подозревали глубокие мотивы. В конце концов, смерть Брэндона была трагичной и кинематографичной. И для некоторых это было слишком идеально, чтобы игнорировать. По мере слухов, формировалась более мрачная теория, которая имела меньше общего с несчастными случаями и больше с родословной. Идея семейного проклятия звучит как что-то, взятое из старого фольклора, сказка, передаваемая из поколения в поколение, чтобы дети боялись пересекать невидимые границы. Но в случае с семьей Ли слово «проклятие» не шептали в мифах, его произносили вслух друзья, поклонники и даже ученые. В традиционных китайских суевериях считается, что некоторые семьи преследуют несчастье предков, особенно если игнорируются духовные обряды или нарушаются наследия. Согласно некоторым рассказам, Брюса Ли предупреждали о том, что он нарушает старые энергии, когда переехал на Запад и изменил свое имя. Его имя при рождении было Ли Джэньфань, но он начал использовать имя Брюс, западное имя, когда обучал боевым искусствам некитайских студентов, что в то время сильно осуждалось традиционалистами. Некоторые старейшины считали, что он оскорбил древних духов. После смерти Брюса те же самые слухи вновь всплыли, когда Брэндон вышел на свет. Фанаты, верившие в проклятие, говорили, что Брэндон унаследовал не только внешность и талант своего отца, но и тень, которая следовала за ним. Когда Брэндон погиб в странной аварии, жутко похожей на сцены из вымышленных фильмов Брюса, многие почувствовали, что проклятие забрало вторую жизнь. И хотя скептики отвергали эту идею, другие не могли не задаться вопросом, а что если семья Ли действительно была отмечена? Перед смертью Брюс Ли, как сообщается, рассказывал близким друзьям о повторяющемся кошмаре. В нем он видел себя лежащим в гробу, окруженным странным туманом. Он говорил о чувстве преследования, как будто что-то наблюдало за ним из-за границ сознания. Он даже снял сцену в фильме «Игра смерти», где его персонаж инсценирует собственную смерть, чтобы избежать смертельного заговора, но в итоге его преследуют и почти убивают на самом деле.
Десятилетия спустя говорили, что у Брэндона были похожие чувства. Друзья заметили, что он стал более замкнутым съемок «Ворона». Он был погружен в свою роль, эмоционально истощен и обеспокоен. Однажды он сказал одному из членов съемочной группы, что не в своей тарелке, как будто что-то не в порядке. Одна история утверждает, что он разговаривал со своей невестой о том, доживет ли он до их свадьбы. На тот момент это звучало как черный юмор, но после несчастного случая эти моменты приобрели новый смысл. Чувствовал ли Брэндон, что что-то приближается? Были ли сны его отца не просто суеверием, а предупреждениями, передаваемыми как дым через поколения? Если это так, никто не слушал, и когда знаки стали понятны, было уже слишком поздно. Официальная версия выглядит чисто на бумаге. Несчастный случай, редкий, результат недопонимания и технической ошибки. Но для тех, кто следил за жизнями Брюса и Брэндона, ответы никогда не казались удовлетворительными. Причина смерти Брюса была обозначена как церебральный отек, но ни одна причина так и не была полностью согласована. Существовали теории о аллергических реакциях, стрессе, даже отравлении, ни одна из которых не была подтверждена. Смерть Брэндона сопровождалась большим количеством документов, свидетелей и доказательств. Но все же, главный вопрос оставался без ответа. Как такое могло произойти при наличии всех протоколов? Почему безопасность была воспринята так легкомысленно на фильме с такими высокими ставками? И почему и отец, и сын, два человека в расцвете сил, погибли на пике своего потенциала при таких странных кинематографических обстоятельствах? Это не просто вопросы ради любопытства. Это те вопросы, которые не дают людям спать по ночам, которые заставляют фанатов копаться в интервью, отчетах об аутопсии, закулисных съемках. Потому что, когда вы убираете заголовки, награды и постеры фильмов, остается что-то сырое и тревожное. Два человека погибли, оба слишком молоды, оба перед камерами, и оба окружены тишиной там, где должны были быть ответы. Когда фильм «Ворон» наконец вышел, зрители увидели не просто выступление, они стали свидетелями призрака, застывшего во времени. Последняя роль Брэндона Ли стала больше, чем просто фильм. Она стала мемориалом. Фильм был восхвален за свою суровую красоту, сырую эмоцию и зловещий тон, но никто не мог отделить искусство от трагедии. Каждый раз, когда Брэндон появлялся на экране, казалось, что смотришь на человека, идущего между двумя мирами. Темная атмосфера фильма, уже пронизанная темами смерти, мести и возрождения, теперь казалась болезненно пророческой. Люди плакали не только потому, что история была грустной, они плакали, потому что она была реальной. Критики восхваляли игру Брэндона как глубоко человечную, наполненную болью и грацией. Момент, определяющий карьеру, который пришел слишком поздно. Фанаты покидали кинотеатры в тишине. То, что должно было стать его началом, стало его концом. И в этом извращенном иронии сам фильм приобрел проклятую репутацию. «Ворон» стал культовой классикой, но его наследие навсегда осталось связано с потерей. Его нельзя было смотреть, не вспоминая о том, что произошло. И с годами люди начали задумываться, стоило ли его вообще заканчивать. Время шло, но вопросы не исчезали. Если что, они становились громче. Форумы, документальные фильмы, подкасты. Люди продолжали возвращаться к смертям Брюса и Брэндона, вникая в каждую деталь, каждое противоречие, каждую упущенную улику. Теории заговора распространялись как лесной пожар. Некоторые утверждали, что Брэндон был целью, другие верили, что Брюса заставили замолчать. Некоторые даже предполагали, что им не суждено было достичь долговечной славы, как будто мир не мог справиться с силой их присутствия. Но под всеми теориями скрывалось нечто гораздо более простое – горе. Фанаты не могли отпустить, потому что они любили этих людей, следили за ними, выросли, наблюдая, как они сражаются с злодеями и бросают вызов судьбе. Брюс олицетворял силу и дисциплину, символ культурной гордости и бунта. Брэндон олицетворял надежду и потенциал. Второй шанс нести этот факел. И обоих забрали до того, как их истории были завершены. Отпустить означало бы признать, что их смерти были бессмысленными. И никто не хотел в это верить. Поэтому фанаты продолжали спрашивать, продолжали смотреть, продолжали помнить. И с каждым годом легенда становилась только мрачнее. Есть смерти знаменитостей, которые шокируют людей, а есть те, которые никогда полностью нас не покидают. Брюс и Брэндон Ли относятся к последним. Дело не только в том, насколько они были молоды или талантливы, или насколько внезапными казались их смерти, а в том, насколько все это казалось неестественным. Их смерти не казались частью сценария. Казалось, что кто-то вырвал страницы на полпути через историю. И, возможно, это незавершенное чувство остается. Брюс Ли был силой не только в кино, но и в идентичности.
Он дал людям что-то, во что можно верить. Он разрушал стереотипы, боролся за представительство, показывал миру, что возможно. Брэндон был продолжением этой идеи, следующей главой, наполненной новой энергией, новой болью и новым искусством. Но обоих заставили замолчать, прежде чем их голоса могли прозвучать так, как должны были. Есть что-то глубоко тревожное в том, чтобы видеть, как семейная линия обрывается не из-за возраста или болезни, а из-за насилия и тайны. Именно это нас преследует, не только смерть, но и тишина, которая последовала за ней, неотвеченные вопросы, оставленный потенциал. Имя семьи Ли было вписано в историю через дисциплину, страсть и талант, но его наследие было запечатано в трагедии. Брюс изменил не только кино, он изменил мир. Он вдохновил миллионы, открыл двери и разрушил барьеры, которые стояли на протяжении поколений. Но в конце концов, его история закончилась не аплодисментами, а тихой смертью на чужой кровати. Его будущее было стерто в одно мгновение. Брэндон нес это наследие как груз и благословение. Он был сыном легенды, но никогда не был просто тенью. У него было что-то уникальное, что-то уязвимое. В фильме «Ворон» мы увидели проблеск того, кем он действительно был. Злым, полным надежды, сломленным, полным огня. Это было его представление миру. И трагически, это было также его прощание. Вместе истории Брюса и Брэндона не читаются как биографии, они читаются как трагедии, как мифы. Отец и сын, потерянные в одной и той же буре, разделенные годами, но навсегда связанные. И для людей, которые их любят, это наследие не только о фильмах или боевых искусствах, это о цене величия. Это была просто случайность. У Брюса была реакция, которую никто не мог предсказать. Брэндон стал жертвой редкой небрежности. Может быть, все эти сходства, символы, время — это была просто случайность. Это простой ответ. Но, с другой стороны, может быть, это было не так. Было что-то еще. Проклятие, сокрытие, давление, которое давило долго. Или некоторые истории не предназначены для решения, они для запоминания. Что действительно произошло с Брюсом и Брэндоном Ли, возможно, никогда не будет полностью известно. Отчеты говорят одно, фанаты верят в другое. Но правда в том, что они оба покинули этот мир, оставив больше вопросов, чем ответов. Неоспоримо одно. Две жизни были потеряны слишком рано, при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают сомнения. И поэтому мы возвращаемся к этой истории. Потому что в глубине души мы все чувствуем, что эта история еще не закончена.